В середине августа анонсировали новый фильм о покере, который выйдет в прокате в сентябре. В российской локализации лента получит не самое оригинальное название – «Игрок». Когда-нибудь в нашей постоянной рубрике разборов раздачи из фильмов будет партия из этой картины. Ну а пока продолжаем исследование классики. С вами Покер.ру, канал крупнейшего сайта о покере в Рунете. И по традиции лайк, подписка, колокольчик. Поехали! Сегодня мы обсудим фильм 2014 года «Прогулка по Миссисипи». По сюжету стареющий профессиональный гриндер Джерри в исполнении Бена Мендельсона испытывает свой крупнейший в жизни даунстрик. Он встречает молодого коллегу Кертиса, которого играет Райан Рейнольдс. Тузы — это хорошо, да? Вместе они отправляются в турне по реке Миссисипи, поигрывая со случайными туристами. Интересующая нас раздача сыграна без участия Дэдпула, то есть Кертиса. Джерри получает туз и валета и открывается до 6 сотен. Игра идет по правилам безлимитного техасского холдема, а по сайзингу можно предположить размер большого блайнда – 200 или 300. Скорее всего, речь не о долларах, а о номинальной стоимости фишек. Почему такая неопределенность с размером блайнда? Дело в том, что в рамках современной стратегии мы знаем, что теоретически оптимально открываться меньшим размером на ранних позициях и чуть большим на поздних. После главного героя кто-то фолдит, а на постфлопе он будет действовать без позиции по отношению к своему оппоненту, после которого еще как минимум один человек до баттона. Последний определяется по жетону дилера. Это значит, что Джерри находится на одной из ранних позиций. И хорошим сайзингом были бы два больших блайнда. Проблема в том, что, во-первых, фильм 2014 года ГТО только входила в повестку, и такие размеры применяли далеко не все. Во-вторых, игра идет за живым столом, а в оффлайне повышенные сайзинги вполне себе норма. Более того, обратим внимание, что рядом с каждым участником лежит по одной фишке, то есть игра проходит с ante. Начальный банк уже значительно больше, чем стандартный, а значит 2 ББ практически не имели бы fold equity и гарантировали бы создание мультипота. А такие руки, как разномастные туз-валет, очень не любит банки на несколько участников. И все же Джерри бросает в центр две фишки. И можно предположить, что версия с номиналом блайндов 300 ближе к истине. Open Race Джерри уравнивает один из соперников, которого мы не видим. А также Донна, женщина-любитель в исполнении Сьюзан Макпайл, которая, скорее всего, находится на хайджеке или УТГ плюс 2. Выходит флоп туз-валет 3 без возможных флеш-дро. У Джерри допер или две пары. Мы не знаем размер банка, только блайнды, и 3 участника внесли в него 7,5 блайндов, 2250, плюс ante. Доска больше подходит при флоп-агрессору. Во-первых, за длинными столами ранней позиции играют очень тайтово, поэтому диапазон Джерри смещен в сторону Бродвея. У него как готовые нации, так и мощные дро и гадшоты. У Коллера, впрочем, тоже небольшой набор рук, но в их спектрах больше карманных пар и высоких одномастных коннекторов, а также некоторая часть тузов со средними кикерами. При таком преимуществе в силе диапазона Джерри может ставить со всеми руками, но рейндж Б требует небольшого сайзинга. Главный герой же ставит 1500, что явно больше половины пота. Спорное решение с точки зрения ГТО, но вполне уместное, если мы играем против любителей. 1500. Даже несмотря на мультипод, просто по эффекту блокеров, главный герой не должен здесь бояться никаких рук оппонентов. Более того, по ходу фильма режиссер несколько раз намекает на то, что главный талант Джерри – чтение соперников. Он пристально вглядывается в их лица, следит за жестами, мимикой, взглядами. Видя флоп, Донна прикусывает губу, что, видимо, должно показывать, что борт ей подошел. А значит, Джерри может жадно собирать value, не стесняясь крупных сайзингов. Один оппонент сбрасывает, Донна уравнивает, что подтверждает, что у него есть попадание в туза. Другие комбинации практически исключены. Калировать карманные тройки на ранних позициях – грубейшая ошибка. Большинство валетов отправились бы в 3-бет. Впрочем, часть валетов возможно, но их блокирует рука самого Джерри. В банке явно больше 5000, от 18 до 20 больших блайндов. Выходит еще один туз, давая герою нацевый фулл хаус, и Джерри объявляет чек. Чек. Зачем? Даже любитель понимает, что преимущество по тузам на его стороне, и продолжение давления может испугать соперника. Не исключено, что он выбросит трипсы слабее туза десятки.
поэтому чек абсолютно верное решение. А вот Донна действует как классический любитель. Она ставит 10 600 овербет и оказывается в all-in. Вскоре мы узнаем, что у нее трип с кикером дамой. Ужасное и совершенно нелогичное действие. В ответ на чек у нее масса рук для ставки, но размер должен быть наоборот, минимальный. Преимущество Джерри никуда не испарилось, его диапазон все еще уничтожает ее спектр. Она должна была спросить себя, какие руки слабее закалируют в ответ на ее овербет. Очевидно, ответят только тузы с лучшим кикером и сильнее. А вот небольшой ставкой она бы собирала value с тузов слабее, дрой и даже некоторых гадшотов, а также попадание в валета. Своим all-ином Донна сама отрезала себе путь к отступлению. Какие выводы можно сделать по раздаче? Это классическая партия между опытной акулой и лузовым любителем. Последний переоценил руку и угодил в устроенную регуляром ловушку. Сам Джерри при этом действовал отлично. Он адаптировал сайзинг на флопе для увеличения value, а на терне предоставил сопернику возможность самостоятельно допустить грубую ошибку. Ва-банк. Благодарим за просмотр, пишите в комментариях, как бы вы действовали с нацем против любителя. И не забудьте посмотреть разбор партии из других фильмов, разбор покерных раздач из фильма «Шулера», как играет в покер Джеймс Бонд, блеф на 3 миллиарда от Челентано и другие. Видео уже на канале. А на этом все. Пока-пока.